Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! С вами я, бабушка Сонбо. Сегодня вы услышите историю о том, какой прием Вит и Влад устроили своему дядюшке и как подняли по тревоге весь дворец среди ночи. Итак, сказка «Приключения принцев Вита и Влада», глава 6, заключительная. В королевском замке стало тихо и спокойно. Но это затишье было перед бурей, которую готовили два сорванца Вит и Влад. Лежа на своей любимой крыше, они размышляли, как бы им немного повеселиться. Ждать долго не пришлось. В гости к королю ехал его кузен со своей семьей. У принцев сразу появился план, как встретить дядюшку и родственников. Всю неделю они что-то мастерили, таскали какие-то мешки, веревки и часами не выходили из своих покоев. Однажды ночью, когда все улеглись спать, Вит и Влад отправились снова на кухню, взяли мешок с сахаром, яйца и стали готовить. Взбивали белки, что-то добавляли, и у них получился белый жидкий сахарный крем. Они перелили все в бочонок и понесли к себе. На следующий день, после того, как выспались, оба отправились в курятник. Два брата гонялись за курами и утками. Зачем они это делали, никто даже не догадывался. За весь день они устали и, лежа в своих покоях, продумывали детали. Наутро слуги обратили внимание на то, что куры и утки как-то странно выглядят. Они были полуощипанные. Во время завтрака королю доложили, что важные гости прибудут завтра. Вит и Влад переглянулись и подмигнули один одному. Всю следующую ночь принцы трудились. Прихватив с собой веревки, бочонок с кремом, они отправились в тронный зал. Там был круговой балкон. Младший Влад сказал старшему брату: «Представляешь, какими они завтра будут?» И стал хихикать. «Тише ты, а то разбудишь всех, и сюрприз не получится», — сказал Вит. Крем они разлили еще в 2 бочонка и поставили их с 3 разных сторон на перила. Само дно бочонков они обвязали веревками так, чтобы при падении бочки не упали вниз, а всего лишь перевернулись, освободившись при этом от содержимого. Все 3 бочонка зафиксировали с помощью одной длинной веревки. Конец ее они привязали за перила на узел, развязав который, емкости опрокидывались. Потом они притянули простыню, в которой находились куриные и утиные перья. Они подвесили эту простыню под потолок с помощью веревок. Одним концом веревки они завязали края, а другой конец привязали за перила самого балкона, сделав 2-й узел. Одна веревка высвобождала бочонки, а другая опускала простынь. Когда вся конструкция была сделана, Вит и Влад убрали все упавшие перышки, подмели пол и с чувством гордости за самих себя отправились спать. На их лицах была улыбка, словно они выполнили архиважную задачу. На следующий день за завтраком дворецкий доложил королю, что гости прибудут ближе к обеду. Вит и Влад переглянулись, вышли из-за стола и быстро направились в тронный зал на балкон.
Все слуги были заняты приготовлениями к приезду гостей, поэтому на принцев никто не обращал внимания. Никто и не заметил, что на перилах балкона что-то находится. Всем было не до этого. Братья договорились, что одну веревку развяжет один, а вторую другой. Ждали. Их немного разморило после сытного завтрака, и они оба задремали. Услышав суетливые разговоры слуг и стук колес подъехавших лошадей с каретами, они проснулись и сквозь перила стали наблюдать, когда в тронный зал зайдут гости. Кузен короля, их дядюшка с женой и несколькими приближенными зашли в тронный зал. Король и королева в этот момент зашли с другой стороны, чтобы встретить гостей. В этот момент Вит дернул за узел веревки. Бочонки перевернулись, и из них вылился белый жидкий крем на всех гостей и присутствующих в тронном зале министров и вельмож. Влад тут же развязал второй узел. Простыня, падая вниз, рассыпала перья, и они, как снег, посыпались на всех стоящих внизу. Все прилипло к крему, и все присутствующие оказались в пуху и в перьях. Выглядело это очень смешно. Вит и Влад, стоя на балконе, смеялись, держась за животы. Дядюшка глянул на себя, потом на короля и произнес: «Ваше Величество, мы с вами похожи на ощипанных индюков. Я смотрю, принцы все так же озорничают». Он громко рассмеялся, и все тоже стали хохотать, глядя, в каком виде они предстали перед королем. «А я похожа на ощипанную утку», — смеясь произнесла жена кузена. Они были очень понимающими и с чувством юмора людьми. Король хохоча сказал: «Я еще никогда не встречал тебя в таком изысканном виде, мой дорогой кузен». Смех стоял на весь тронный зал. Все смотрели друг на друга, и им становилось еще смешнее. Когда все наконец успокоились, то стали расходиться по своим покоям, чтобы переодеться к ужину. Им все равно пришлось бы переодеваться после долгой дороги. Вит и Влад удалились в свои покои. Перед ужином все гости были слишком осторожны. Они оглядывались по сторонам, чтобы неожиданность в виде летящих перьев не застала их врасплох. Каждый осматривал свой стул, прежде чем сесть на него. Мало ли еще что может произойти. Но ужин прошел на удивление спокойно и без присутствия принцев. Они вместе со слугами убирали тронный зал. Король таким образом решил их наказать за их шалость. Вит и Влад вытирали мебель и мыли полы от крема и перьев. Прошла неделя. В замке как будто все было спокойно, и все потеряли бдительность. А Вит с Владом в это время разрабатывали очередную пакость. Вот почему создавалась видимость спокойствия. Кузен короля со своей женой и приближенными все еще гостили во дворце. Принцы то и дело уходили из дворца тайком и снова возвращались. Что они делали и что замышляли, никто не знал. «Что-то слишком тихо стало во дворце», — сказал король своей супруге. «Я думаю, наши дети угомонились наконец», — ответила королева, усаживаясь в кресло. Король сел напротив. Поначалу ничего не происходило, но как только королева потянулась за чашечкой кофе,
раздался странный звук. У короля открылись глаза от неожиданности. Он произнес: «Дорогая, не слишком ли много горохового супа ты съела?» Королева, покраснев от смущения, ответила: «Это точно не я. Скорее всего, это твой ужин с дичью дал о себе знать». Рядом сидящий кузен со своей супругой тоже стали по очереди издавать странные звуки. Барышни смущались, а кавалеры недоумевали, что же все-таки происходит и кто выпускает газы. Всем было неловко от этой ситуации. В это время министр в своих покоях уже собирался лечь спать. Как только он своей комплекцией лег на кровать, раздался громкий... Он подскочил и, зажав руками зад, стал оглядываться. Мало ли кто это услышал. Его часто мучили газы, скопившиеся в утробе. Убедился, что никого нет, спокойно выпустил все, что просилось наружу. В этот момент в покое зашла его супруга и все услышала. Она произнесла: «Всю жизнь меня преследуют твои газовые атаки». Она села на другой край кровати, и тут как бухнет! Его супруга от такой неожиданности просто подскочила на месте. Это было так громко, что министр засмеялся и сквозь смех сказал: «Моя дорогая супруга, вы похлеще меня умеете атаковать газами». Дама от неловкого момента сильно засмущалась. У всех гостей в эту ночь раздавались подобные звуки. Но не зря же принцы собрали столько кожаных пузырей, надули их и подложили в каждые покои, и даже в кресло королю и королеве. После такой музыкальной ночи все смотрели друг на друга с иронией и улыбкой. Никому не удалось спокойно выспаться. Только Вит с Владом спали крепким сном в своих покоях. После завтрака принцы намеревались удалиться на свою любимую крышу. Но, проходя мимо стола для корреспонденции, они увидели поднос с письмами, переглянулись друг с другом, и пока дворецкого не было поблизости, умыкнули поднос. Уединившись в кабинете короля, поменяли все письма и ленточки на них. Кому с какой лентой отправить письмо, знал только дворецкий. Вит и Влад положили на место поднос с аккуратно сложенными письмами и удалились. Дворецкий подошел, взял его и отправился разносить письма. Маэстро получил письмо, в нем было написано: «В 3 часа ночи подъем всех по тревоге, всем быть в доспехах и во всеоружии, в сопровождении военного марша, сбор по тревоге». Маэстро, недоумевая, почесал голову, но не стал спорить, ведь это приказ военного министра. Ничего не поделаешь, надо выполнять. Королева получила письмо. Почерк был короля. В нем было написано: «В воскресенье в 8 часов утра быть готовыми. Подготовить и проверить лично лошадей и собак к предстоящей охоте. Присутствовать обязательно». Она подумала: «Я должна ехать на охоту? Ну ладно, раз этого хочет мой супруг, я выполню его просьбу», — недоумевала королева. Король развернул письмо и узнал почерк своей супруги. В нем было написано: «Подготовьтесь основательно, повторите все арии из опер и все танцевальные па, вальс и мазурку». Король удивился и подумал: «Зачем мне все арии? Может, хочет, чтобы я серенаду ей спел под окнами, как в молодости? Ну что ж, придется порадовать свою супругу».
Министр стал читать письмо с белой лентой. Это означало, что оно от казначея. Тот писал: «Закупите пирогов для дворцового праздника, а также всем дамам наряды для предстоящего бала». Министр удивился и одновременно расстроился. Он подумал: неужели король меня разжаловал, что сам казначей мной командует? Делать нечего. Как военный человек он понимал, что приказы нужно выполнять. Кузен короля получил письмо. В нем было написано: «Великодушно прошу выделить 10 тысяч золотом для пополнения провизии». Держа в руках письмо и золотую ленту короля, его кузен подумал: неужели у брата настолько плохие дела, что он тайно просит у меня денег? Недоумевал кузен. На следующий день король целый день ходил и напевал арии во весь голос и разучивал всякие па. Королева отправилась в конюшню. Она отдала распоряжение конюхам, а сама проверяла, все ли правильно сделано. Сходила на псарню и отобрала собак для предстоящей охоты. Кузен весь день размышлял, как бы это начать разговор со своим братом о его тяжелом положении. Но как он мог так обнищать, будучи королем? Маэстро и его оркестр весь день примеряли на себя доспехи и репетировали военный марш. Музыканты были сильно удивлены, они думали: неужели пришло время идти в военный поход даже музыкантам? А военный министр тем временем ездил по кондитерским лавкам и скупал пирожные и всякие сладости. Попутно он заходил в лавки, где продавали дамские наряды, и скупал одежду. Ровно в 3 часа ночи, когда все тихо спали после изнурительного дня, вдруг затрубили трубы оркестра и заиграл военный марш. Все проснулись и не могли понять, что происходит. Марш призывал всех к сбору. Все дамы и кавалеры в ночных одеждах выскакивали во двор. Король и королева тоже выбежали. Военный министр, ничего не соображая, что произошло и почему трубят сбор на войну, бегал по всему двору, как оголделый. Король подошел к нему и спросил: в чем, собственно, дело? Что здесь происходит? Кто дал такую команду? Король распорядился всех успокоить и прекратить весь этот балаган. Он сказал министру, что завтра он ждет его у себя для объяснений, а пока уладьте это недоразумение. Взял королеву за руку и отправился в покои. Министр громко скомандовал: «Всем разойтись! Королевству ничего не угрожает. Это какое-то недоразумение. Прошу вас, расходитесь». Маэстро и все музыканты, лязгая доспехами, стали расходиться. Они были уставшими и измотанные за последние сутки. А виновники этого хаоса стояли за колоннами и хохотали от души. Утром министр уже был у короля. Его Величество произнес: «Ну, и что это было сегодня ночью?» Министр, переминаясь с ноги на ногу, произнес: «Ваше Величество, кто-то намеренно превратил наш дворец в цирк. Я не отдавал такого приказа музыкантам. Министр на самом деле писал своим генералам, чтобы те не расслаблялись и были всегда в форме и тренировали свои войска». У короля появилась мысль, что это могли устроить его сыновья. Он отпустил министра, а сам приказал пригласить к нему королеву. Королева пришла в тронный зал, за ней следом шел его брат-кузен. Король сидел с серьезным выражением лица. Увидев строгий взгляд своего супруга, королева поняла:
что последует за этим взглядом. Она подошла к своему супругу и мягким голосом произнесла: «Ваше Величество, эти шалости наших детей никак не помешали никому. Небольшая прогулка ночью даже полезна. Мы все подышали свежим воздухом. Будьте снисходительны к ним, прошу вас». Следом за королевой в тронный зал вошел кузен. Он, увидев строгий взгляд своего брата, улыбаясь, произнес: «Они ведь дети, и шалить в их возрасте – это нормально. Вы лучше скажите мне, зачем вы вчера целый день пели арии? Собираетесь на празднике спеть одну из них?» «Я получил письмо от моей дрожайшей супруги, в котором она просила меня порепетировать арии и поупражняться в вальсе и мазурке». «Ваше Величество, я не писала это вам, я писала это маэстро, чтобы на празднике все было безупречно», с недоумением произнесла королева. Поняв всю абсурдность своего поведения, король разразился громким смехом. Кузен и королева стали о чем-то догадываться и начали смеяться. Кузен сквозь смех проговорил: «А знаешь, что я от тебя получил? Ты просил выделить тебе 10 тысяч золотом на пополнение провианта. Я уж подумал, что ты в бедственном положении, раз втайне просишь у меня взаймы». Кузен не мог остановиться от смеха. Король сквозь смех произнес: «Я писал тебе, мой дорогой кузен, и приглашал подготовиться к воскресной охоте». Тут королева, смеясь, сказала: «Но приглашение на охоту получила я». Тут-то и выяснилось, что все письма были перепутаны. Они поняли, что во всем виноваты их принцип. Все трое хохотали и не могли остановиться. Насмеявшись вдоволь, они успокоились. Королева с облегчением пошла в покои своих детей. Оба спали сладким сном на своих кроватях. Выходя из их покоев, королева тихонько закрыла за собой дверь. Король со своим братом сидели на балконе и пили кофе. Кузен сказал: «Да, твои дети любят озорничать. Энергия из них так и струится. Отдай их на обучение в кадетский военный корпус. Там они свою энергию будут тратить по назначению». Эта идея королю очень понравилась, и он принял решение. Сыновья короля Вит и Влад стали учиться военному делу, а когда вновь встречались по особым случаям с родными, то все вспоминали их шалости, и всем было весело. Вит и Влад любили поговорить о своих мужских делах с зятем-принцем, с которым у них были общие воспоминания. Они всегда хохотали над тем, что им пришлось пережить вместе. Конец сказки. Мои дорогие друзья, мне было очень приятно быть с вами. Кто забыл поставить лайк, поставьте его сейчас. А я прощаюсь с вами. До следующей истории, мои дорогие друзья.